Всем привет! Доброго времени суток! С вами проект Power Device, и мы здесь прокачиваем наши Android-телефоны. В этом видео хочу поделиться с вами одним очень интересным приложением, которое реально экономит батарею вашего телефона. Сейчас объясню, как оно работает. Приложение называется Doze. Я его тестирую уже неделю. Оно действительно выручает. Данная программа работает следующим образом. Когда вы ее устанавливаете и настраиваете, кстати, она практически ничего не весит и не занимает память. Но при этом, когда она запущена на вашем телефоне и вы блокируете свой экран, программа принудительно усыпляет все датчики в вашем телефоне, включая датчики движения, гироскопа и так далее. То есть, когда мы блокируем телефон, наши датчики продолжают работать. Например, идет подсчет шагов, работает датчик движения, гироскопа и так далее. Так вот, как я сказал ранее, данная программа при блокировке телефона усыпляет эти датчики, что приводит к некоторой экономии энергии. На данном моменте стоит отметить, что такие похожие программы, которые вмешиваются в работу вашего телефона и действительно экономят заряд, работают только с root-правами. Данная программа не исключение, она работает с root-правами. Но, друзья, ее также можно запустить со всеми полноценными функциями и без root-прав. Но нам понадобится установить на наш телефон программу ADB, либо Brevent. Именно через эту программу мы и дадим разрешения, которые будут на уровне root-прав, хотя root-права на моем телефоне не установлены. Сделать это все можно совершенно несложно, и если вы постоянно смотрите мой канал, то вам будет легко, так как подобные ролики я показываю нередко. Но если вы неопытный пользователь, то сейчас я все это покажу по шагам. Первым делом, как обычно в моем телеграме, вам понадобится скачать вот такой файл. Это и есть данная программа, про которую я вам говорил. Также в своем телеграм-канале оставлю ссылку еще вот на такое приложение Brevent, через которое нужно прописать две команды, которые заменят нам root-права. Ссылки на эти приложения будут в описании под этим роликом. Вы попадете в мой телеграм-канал. Не забудьте на него подписаться, здесь я оставляю много полезного и интересного. После того, как вы скачали эти приложения и установили их, вы можете зайти в приложение Doze. Оно будет выглядеть вот таким образом. Только вот эта галочка у вас не будет включаться. Она будет в выключенном положении. Если на вашем телефоне установлены root-права, то вы без проблем сразу можете пользоваться этой программой. Вы просто активируете ее и все. Если же root-прав нет, то эту галочку вы не включите просто так. Но у себя я все настроил без root-прав, просто прописав некоторые команды. Сейчас это сделаем у вас. Все это можно проделывать практически на всех Android-телефонах – Xiaomi, Realme, Samsung и так далее. Конечно, только некоторые пункты в меню настроек могут отличаться. Первое, идем в основные настройки. О телефоне. По версии MIUI клацаем много раз, становимся разработчиком. Далее заходим в расширенные настройки. Внизу для разработчиков. Спускаемся немного вниз. Находим отладка по USB, включаем. Сразу скажу, что все эти действия абсолютно безопасны. Далее также включаем галочку «Отладка по USB. Настройки безопасности». Следом активируем эту «Отключить автоматический отзыв авторизации ADB». Далее вам нужно подцепиться к любой сети Wi-Fi, без разницы к какой. Вы даже можете раздать себе Wi-Fi из другого телефона, либо подключиться к какой-то бесплатной. Сейчас они много где есть. Дальше заходим в приложение Brevent. Пролистываем все эти пункты, нажимаем «Запустить». Уведомление разрешаем. У вас должно появиться такое окно. Нажимаем «Для разработчиков». Нас снова перекидывает в меню разработчиков. Все эти галочки мы уже включили. Теперь заходим в «Беспроводная отладка». Активируем ее. Теперь вызываем меню недавних вот так. Удерживаем на Brevent, нажимаем разделение экрана и выбираем эти настройки в меню разработчика, которые у нас уже открыты. Экран должен разделиться. Теперь в меню разработчика в беспроводной отладке нажимаем подключение устройств через код подключения. А в приложении Brevent нажимаем порт беспроводной отладки, вот так. Смотрите, в приложении Brevent вот здесь сверху должен появиться порт. Он автоматически вставляется вот отсюда.
А вот код подключения, вот этот, нужно ввести вручную. У меня этот код 270 843. Запоминаем. И вводим его сюда. Нажимаем сопряжение. Должна пойти вот такая загрузка. Теперь Brevant можно растянуть, чтобы убрать разделение экрана. На данном этапе все самое сложное мы уже сделали, но если вы сделаете это один раз или второй, то вы сможете это делать буквально за 1 минуту. Здесь нет абсолютно ничего трудного. Далее нажимаем 3 полоски. Выполнение команд. Окей. Далее в своем телеграм-канале я оставлю 2 команды, которые нужно скопировать и ввести вот в эту строку по очереди. Ссылка на эти команды также будет в описании. Там будет подписана команда 1 и команда 2. Копируем сперва команду 1 и вставляем ее в эту строку. Обратите внимание, чтобы у вас не было пробелов в начале и в конце. Нажимаем «Выполнить». Если команда правильно выполняется, у вас должны появиться вот такие 2 строчки. Далее удаляем отсюда эту команду и вставляем сюда команду номер 2. Также ее выполняем. Все, пока что Brevant можно свернуть. Теперь открываем приложение DOS и проверяем, начала ли включаться у вас эта галочка. Здесь внимание, друзья, если галочка у вас до сих пор не включается, то закройте это приложение, удержите на нем, зайдите о приложении, очистить, очистить все. Окей. Далее снова в него заходим и пробуем включить еще раз. Должно все заработать. Я тестировал это на нескольких своих смартфонах, у меня везде это без проблем работает. Далее, если вы все правильно сделали и программа у вас заработала, нажимаем вот эти 3 точки «Настройки». Здесь нужно снять первую галочку «Выключить при зарядке». Остальные настройки оставляем все по умолчанию. Ничего не трогаем. И даже если вы перезагрузите свой телефон, приложение DOS не сбрасывается. Вы все равно можете им пользоваться и без проблем включать. Эта галочка даже не отключится. Теперь, когда вы все настроили, при блокировке телефона у вас будут отключаться все лишние ненужные датчики. Датчики движения, гироскопа и так далее. При этом отмечу, что никакой важной работе телефона это абсолютно не мешает. Все уведомления приходят, звонки совершаются, все важное продолжает работать. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Всем пока!